Привет! Сейчас я вам покажу, как вязать такие босоножки. Можно сделать им застежку на пуговицу или на кнопку. Итак, берем нить и крючок, которыми вязали куклу. И в первом ряду делаем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Во втором ряду я делаю одну воздушную петлю и во вторую петлю от крючка вяжу 3 столбика без накида в одну петлю. Дальше вяжу 6 столбиков без накида. В следующую петлю вяжу 3 столбика без накида в одну петлю. Дальше буду вязать по другой стороне цепочки. 6 столбиков без накида. И делаю соединительный столбик в первую петлю. В третьем ряду я делаю одну воздушную петлю и в эту же первую петлю вяжу 1 столбик без накида. Затем вяжу 2 прибавки, то есть в одну петлю вяжу по 2 столбика без накида. Один раз и второй раз. Дальше вяжу 6 столбиков без накида. Затем делаю 3 прибавки, то есть в одну петлю провязываю по 2 столбика без накида и делаю так 3 раза. Дальше 6 столбиков без накида. И делаю соединительный столбик в воздушную петлю. Здесь у нас был соединительный столбик, а в следующую петлю я делаю соединение. У нас получилась такая подошва. Я эту нить вытягиваю, обрезаю. Хвостики прячу на изнанке и обрезаю.
Дальше начинаю вязать то же самое с первого ряда, но нить в конце третьего ряда не обрезаю. Я уже провязала, эту нить оставляю, а этот хвостик закрепляю узлами с изнаночной стороны и обрезаю. Закрепила. Дальше я беру подошву, присоединяю ее изнанкой к изнанке. И буду провязывать соединительные столбики, вводя крючок в обе эти части. Ввожу крючок в следующую петлю за обе полупетли. И сразу ввожу крючок в петли напротив. Вытягиваю нить и делаю соединительный столбик. Это первый столбик. Всего у меня должно получиться 23 соединительных столбика. Провязала. И в следующую петлю я делаю соединительный столбик за заднюю полупетлю. Пятый ряд я буду вязать за задние полупетли. Делаю одну воздушную петлю, 4 столбика без накида. И делаю соединительный столбик. В шестом ряду делаю поворот и буду вязать за передние полупетли. Делаю одну воздушную петлю, в третью петлю от крючка вяжу 3 столбика без накида. Соединительный столбик. И в седьмом ряду делаю поворот, одну воздушную петлю, снова вяжу за передние полупетли и в третью петлю от крючка вяжу 2 столбика без накида. Один соединительный столбик. Теперь нить вытягиваю, оставляю длинный хвостик, чтобы потом пришить ею деталь босоножки. Затем я буду вязать вот такую застежку на кнопку. Как вязать застежку на пуговицу, я покажу позже. Итак, я набираю 15 воздушных петель. 1, 2. И во вторую петлю от крючка вяжу 14 столбиков без накида. Провязала, нить вытягиваю, обрезаю. Связываю узлами. Хвостики прячу в вязании и обрезаю.
Теперь к концам этого ремешка я буду цеплять кнопки. Эти кнопки я заказывала на сайте AliExpress. Можно также взять пришивные кнопки. Теперь пришиваю ремешок. Вставляю в иглу нить от босоножка. Цепляю иглой эту петельку, чтобы не было дырочки. Пришивать нужно так, чтобы эта кнопка на переднем ремешке закрывала вторую кнопку сверху. И пришиваю ремешок так, чтобы эта застежка осталась сбоку. Для маленького босоножка эта кнопка была забольшая, поэтому я заказала на Алиэкспрессе вот такие пуговицы диаметром 5 мм, и, по-моему, они отлично сюда подошли. Такую застежку я вязала так. Набираю 19 воздушных петель. Один, два, три. Набрала. Затем пропускаю 8 петель. И в следующую петлю вяжу 11 столбиков без накида. Если у вас пуговица другого диаметра, можете попробовать связать другую петельку. Провязала, дальше нить вытягиваю, обрезаю и пришиваю на этот край пуговицу. Дальше я вяжу второй ремешок. Оставляю хвостик немного длиннее, набираю 8 воздушных петель, 1, 2, и во вторую петлю от крючка вяжу 7 столбиков без накида. Нить вытягиваю, оставляю небольшой хвостик, обрезаю и теперь буду пришивать его сюда. Для носка я оставляю здесь 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А к следующим петлям я пришиваю ремешок. С этой стороны пришиваю его этими хвостиками. Хвостики я вывела на подошву, связываю их, прячу внутри и обрезаю. А другую сторону я также пришиваю нитью.
Эти хвостики также связываю, прячу внутри и обрезаю. И вот такие босоножки у меня получились. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Пишите в комментариях, что еще вы бы хотели связать. А также присылайте фото ваших работ, которые у вас получились по моему мастер-классу, в мою группу ВКонтакте или Facebook. Ссылки смотрите в описании под видео. Мне будет очень приятно посмотреть, что у вас получилось. Спасибо, что поддерживаете меня лайками и подписывайтесь на канал. Для меня это очень важно. Встретимся в следующем видео. Пока!